Это наш дом в горах Грузии, почти 700 метров над уровнем моря. И иногда по утрам такое чувство, будто живешь в облаках. Мы, молодая семья с двумя маленькими детьми, осознанно выбрали путь вне привычной системы и переехали в деревню, чтобы строить жизнь, опираясь на собственные ресурсы. Здесь мы развиваем хозяйство, выращиваем свои продукты и учимся быть максимально самостоятельными. Это не побег от мира, а шаг к более устойчивому и свободному будущему. В этом выпуске оживляем наши прошлогодние грядки, сажаем, удобряем и приводим все в порядок. Готовим новое место под посадки и впервые пробуем мотоблок. А еще, по вашим советам, переделываем наш бамбуковый забор. Но из чего будет новый, покажем чуть позже. Ох, сегодня у нас похолодало, да, опять? Да. Тася, заходите. О, тут чем-то пахнет. Клубникой, что ли, уже пахнет? Руккола цветет. Руккола цветет. Вон, смотри, уже ягоды висят. Ага. Так что, может, мы не работать, а собирать ягоды будем. Киви, ты что пришла? Удобрять грядки, я не понимаю. А? Удобрять грядки пришла? Киви? Попробуй. Не острый, У сладкий. нас Тася чуть-чуть кашляет, поэтому дома осталась, а Тима в школе. У нас в нашем небольшом огородике 8 грядок. Из них уже сколько, Настя, у нас? Раз, вот это, два. 4 клубники. 4 клубники уже занято, да? Угу. По большей части будет у нас клубника здесь расти. Остается еще 4 грядки. Что в них посадим? Да, здесь у нас будет зелень также. Угу. Это мы убираем с того года. Осталась руккола. Посеем новую. Так, вот в это что будет? Здесь у нас лук по краям, как уже можно заметить. И спаржу я посадила осенью. Выкопала, у нас возле дома росла, деревянного. И посадила сюда. А вот видно росток. Уже вот, да, пошел О, росточек. красота. Скоро будем спаржу кушать. Так, значит, эту грядку тоже не трогаем, да? Эту не трогаю, и та тоже спаржа. Вот, 2 грядки спаржи. Вот это То есть, получается, у нас 2 грядки, которые нужно засадить, да? То есть, на одной будет зелень, получается. Да, на другой огурчики. Помидоры не А. будем сажать в этом году? Не, помидоры тоже, может быть, пару кустиков. Ну, не в грядке, да? Тогда им где-то другое место определим. Я думаю, да. У нас же теперь есть культиватор, поэтому, наверное, забороним где-нибудь полосу, замульчируем ее травой, С компоста добавим вкусняшек да, для и помидоров. посадим туда. То есть, получается, у нас Не так уж и много грядка грядок. зелени и Да. огурцы, да? Здесь Да, нам да. нужно. А еще хочу подготовить нашу клубнику к этому сезону. Прорыхлить землю, может быть, убрать где-то вот старые листочки прошлогодние. В общем, подготовить кустики. И с компоста также подсыпать удобрения. Ну, тут надо еще вот эти вот траву повырывать. Да, сорняки. обязательно. И прорыхлить, потому что она, Да, земля О, хорошо Мати. росла. такая Пока твердая. земля влажная. Да. Мати, папа как? О, Тася уже начала. Скажет, вы много болтаете, надо уже Надо работать. уже работать. Да. Правильно, молодец. Тася уже начала выдергивать сорняки. О, Вот это да. Все соки пьет, да? конечно. Надо все убрать, и чтобы земля была пушистая. Так. Давай оденем. Раз будешь мне помогать сажать, да? Да. Вот так. О! И мама оденет тоже, да? И будем сейчас ковыряться в земле. Отрежем старые листики. О, смотри, сидит у меня вон.
Ага. Так, вот так мы все порыхлили, убрали лишние старые листики. Сейчас с компоста немножко подсыпем удобрения, и все. Эта клумбочка готова. А Тася все ждет, когда будем сажать морковку. Да? Это морковка. Не морковка, а что это? Ты хочешь баклажан посадить? Да? Другое? Ну, подумаем потом еще. Так. Вот, смотрите, какой деликатес просто для нашей клубнички. Сколько червячков. Так, вот такая красота получилась. Да. Клубничка скажет спасибо. Теперь перейдем к другим грядкам. Так, вот инструменты для сбора. Так, все готово. От руки я их притянул. Сейчас надо будет еще хорошо затянуть ключами. То есть самая главная деталь, которую нужно уловить, это вот изгиб ножа. Да, должен направлен ровно в ту сторону, на которую он установлен. То есть вот он, нож если установлен с левой стороны, то есть изгиб у него налево. То же самое здесь вот нож установлен с правой стороны, значит изгиб у него на правой стороне. Ну и само собой направление заточки ножа должно быть по ходу движения. И тогда по-другому неправильно собрать не получится, так сказать. Так, ну все, сейчас затягиваем и перемеряем к мотоблоку. Такая вот куча переросшей руколы. Жалко ее выкидывать. Думаю, отнесу курочкам. Может, они что-то поклюют. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Цыпа, 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 цыпа. Зеленью их уже не удивить. Да? Ну ничего. Поклюют постепенно.
У нас тут плющ весь забор затянул вместе с ежевикой. Что аж калитка плохо закрывается, открывается. И вот даже забор завалился. Хочу до темна немного поработать еще, поочищать. Будешь, Тася, помогать? Да? Тут вот такой вот ствол, как дерево у плюща. Тяжело его убирать, уже оставлю на потом. Его пилить надо. Вот. Прям вплетенный в забор. Обалдеть. А так все почистила. Вот эти два столба не до конца получилось убрать, потому что также толстые такие стволы. Вот. Попробуем еще потом. Уже и калитка лучше открывается. Такие вот огромные кучи веток. Так, вчера собрал фрезу для мотокультиватора. Сейчас осталось найти место, где можно взрыхлить грядочки, так сказать. Ну вот прям не ходя далеко, есть у нас тут место, промежуток между домом, так сказать, и первыми посадками. Да, это вот здесь вот у нас молодые саженцы. Как раз, мне кажется, ну вот здесь вот хватит для грядочки первой. Вот и солнца будет достаточно, потому что восток у нас там за деревьями. Здесь, возможно, мы посадим кукурузу, фасоль и тыкву. Они отлично сочетаются в одном месте. То есть фасоль будет по кукурузе плестись, ну а тыква так в сторону расползаться, тоже не мешать. И вот, мне кажется, до этого дерева вот такая вот одна гряда будет неплохо, потому что места у нас не так много, ну, промежутков, так сказать, да, куда можно посадить, потому что везде засажены деревьями молодыми. Здесь у нас цитрусовый сад будущий, пока они вот маленькие, их еле видно, сажали в том году. Ну а там уже орех растет, там уже, ну, тень, конечно, ничего не посадишь. И рядом с крупными большими деревьями тоже не хочется ничего сажать, потому как они будут все питание забирать. Так, ну, сейчас одну сделаем грядочку, потом посмотрим, где еще местечко можно найти. Может быть, для помидоров, огурцов отдельное что-то. Погода снова сегодня не весенняя. Холодно, что-то там дождь собирается. Но до дождя надо успеть что-то поделать. Да. Тут кошечки уже мне нагрели сидушку.
Так, вот это у нас права. Осталось снять колесо. Вот так это есть. Вот такой трансформер получился. Еще ни разу я не пробовал. Вообще в жизни этого ни разу не делал, сказать честно. Поэтому сейчас посмотрим, как это выглядит на практике. Ну, первые испытания завершены, поэтому не судите строго. Это первый мой раз был такой вспашки земли. Ну, из-за того, что тут она еще сильно притоптана, хороший слой травы, не так легко она идет. Но мне кажется, сейчас чуть-чуть корешки вот эти поубрать, почистить фрезу. Еще несколько раз пройтись, потом это все убрать, еще пройтись, и будет, мне кажется, идеально. Да, как считаете? Только вот дождь начался. Вот это не очень хорошо. Дождь совсем не дает работать. Прошелся вот несколько раз. Так, в принципе, на всю глубину фрезы. Хорошо все пробил. Там какие-то корешки, что только не было. Единственное, как бы, наверное, махроватая земля чуть-чуть. Вот видно, тут налипает на фрезу. Приходится вот каждый проход очищать все. Поэтому, наверное, дождемся окончания дождей. Чуть-чуть подсохнет все. Пройдусь еще несколько раз, потом эти все корешки грабельками повытаскиваем, и, в принципе, можно уже сажать. А так, для первого раза, считаю, неплохо получилось. Такая уже пушистенькая земля достаточно. Чуть-чуть еще доработать, и будет красота. Так, сейчас пойдем еще наших курочек выпустим, пускай они там покопают, чуть-чуть пороют, порыхлят. Петухи давно прорывались туда, но из-за того, что я хожу взад-вперед, они боятся звука. Поэтому они вот, что, спать уже, что ли, собрались? Вот это да! Кто тут у нас прилег? Тут Кузя. У Кузи есть будка, но он любит здесь спать, да? Любишь здесь спать в опилках? И в какашках куриных, да, Кузя? Пошли курочек выпустим, пускай они погуляют чуть-чуть. Так, все, команда копать. Одной из наших целей на этот год было начать изучение грузинского языка. И, наконец-то, мы начали свой путь. Кстати, если захотите написать в комментариях «поздравляю», то по-грузински это будет «гилоцав». От нас можем сказать, что на сегодняшний день Азри – это самая большая школа грузинского языка с несколькими форматами обучения.
Онлайн с индивидуальным репетитором для тех, кто хочет заниматься в своем темпе из любой точки мира. Оффлайн в Тбилиси и Батуми в небольших группах и неформальных пространствах с разным уровнем знания грузинского на старте. Так что выбор за вами. А еще нам понравился один интересный подход у школы Азри. После изучения грузинских букв дают тексты на русском, но часть букв в словах заменена на грузинские. То есть читаешь как будто по-русски, но постепенно начинаешь узнавать грузинские буквы. Очень интересно и необычно. Если вы тоже хотите стать ближе к Грузии и начать изучение грузинского языка, то школа Азри подготовила специальные цены на обучение для наших зрителей. Подробности можно узнать по ссылке в описании. Нам пришла весна, но пришла только календарная. На улице холодно. Сегодня вот один единственный день промежуток между дождями. Завтра опять обещают лить на неделю. Поэтому мы тут выбрались поработать в сад. На прошлом видео мы сажали бамбуки. И наши уважаемые зрители много написали комментариев относительно этого. У кого-то был большой опыт по этим посадкам. И многие писали даже, что пытались выкопать траншеи, чтобы огородить их рост, и безуспешно. Поэтому это прям нас сильно встревожило, что такой агрессор может залезть к нам в главный сад. Да, ну и потом тоже не хочется тратить времени, чтобы это все выводить. Сегодня вот эту траншею, которую я сажал на той неделе, тут как бы не так много, повыкапываю эти бамбуки, чтобы они не разрастались и не ползли туда на склон, в наш основной сад. Планируем тут посадить вместо бамбуков лавровый лист. Он хоть и не так быстро растет, но зато его можно красиво сформировать. Будет такая живая изгородь, вечно зеленая живая изгородь. Поэтому вот поизучали тоже сами этот вопрос. Действительно, это сильный агрессор бамбук. И, наверное, не стоило это все здесь сажать. Поэтому, мне кажется, лавровый лист должен тут у нас красиво смотреться. Сейчас займемся его посадкой. Ну, сначала вот это уберем. Да, будете, дети, помогать? Да. Будем сейчас выкапывать бамбук. Вот, и потом черенковать будем с вами лавровый лист. Папа, Да. Черенки вставлять вот лунки. Там где-то надо нам на 40-50 сантиметров расстояние между ними, чтобы сформировать красивый заборчик. И будем укрывать это бутылочками, как парничок делать, чтобы быстро укоренилось. Высокая. Ну, сейчас будем убирать бамбук. Видишь, у нас зрители говорят, что это опасный агрессор. И мы с ними соглашаемся, да, изучив более детально вопрос, что действительно у него такой мощный корень, что будет потом тяжело избавиться. А кто там у нас во враге ходит? Да. Это кто там? Что за животное такое? Голови. Это что за животное? Смотри, из оврага вылазит. Кузя, ты что там делаешь? А? Ты что, в поход ходил? Он ходил в поход. Он в поход, наверное, ходил. Смотри, он не может пролезть. Кузя, там ежевика, наверное, колючая. Да, он, смотри, пролазит как. Это не Кузя. Ой, папа. Это Кузя пришел, вот он. Кузя, давай. Ты что там делал? Да. Ты что там во враге делал? Это почти... А? Ты что во враге делал? Папа, я... А вот у нас еще тропинка есть. Тут раньше был трос натянут. Да. От этого троса шла к этому колесу. Такое ведро можно было поднимать. Как раз с этого источника, который находится внизу. Вот Ася цветочек нашла. Сейчас пойдем проверим. Там водопад должен быть, да? Да. Вы не боитесь туда идти? Нет. Ну давайте посмотрим. Тут, смотри, тропинка прям натоптанная, да? Это
Надо ступеньки. Да, надо тут ступеньки сюда сделать, и будет тогда вообще хорошо ходить. Смотри, Тима, не упади. Вот тут прям джунгли настоящие. Несмотря на то, что зима в самом разгаре. Но тут в Грузии очень много вечно зеленых растений, поэтому тут, в принципе, не кажется, что у нас зимнее время. Просто летом тут настолько все затянуто, что невозможно пройти. Там внизу во овраге речка течет, да, и там далеко водопад. Но с детьми туда тяжеловато ходить, потому что я как представлю, что потом их придется поднимать вдвоем. Мне не хочется. Красивое дерево? Да. Ого, как нависает над нами, да? Да. А, а вот, кстати, каштан похоже. Тут нужно пойти и заваться. Папа, мочи. Папа, мочи. Смотри, какое дерево вот поперек, когда упало. Упал. Да, и смотри, по нему можно вот так мост сделать. Смотри. Поход закончился, да? Слишком там крутой подъем. О, да. Не детский это поход, надо вам пока тренироваться где-нибудь. Давай, 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 давай. Давай мне руку хочешь дать. Я палком бегу. Давай. У тебя палка как посох, да? Волшебный. Так, ну все, бамбук я полностью убрал. Все корешки, которые в лунке сажал. Благо это все свежее, было легко найти. Поэтому еще раз большая благодарность нашим зрителям за тот опыт, который у них есть. За то, что они поделились этим опытом. И мы вовремя все это смогли убрать. Вот. И может быть действительно предотвратить вот это вот разрастание, которое потом бы пришлось бы тяжело как-то вот убирать. У нас работы и так хватает, еще если этим заниматься. Поэтому тут просто, что мы хотим, не только укрепить овраг, да, чтобы тут, ну, если что, он не разрушался, но и еще хочется такую какую-то декоративную изгородь, чтобы вот ты смотришь на участок, да, не чтобы просто у тебя такой вот прям обрыв, а у нас тут, сейчас покажу, практически вертикальный овраг. То есть он вот так вот идет. Вот. Он не глубокий, но практически вертикальный. Поэтому хочется такой еще, как элемент декора. А вот как раз лавровый лист, да, его кусты, если правильно формировать, то получается очень симпатично. Поэтому сейчас покажу. У нас есть там два больших дерева, которые, наверное, очень редко и давно подстригали. Поэтому они вымахали такими большими длиннобудылыми. Вот. Но при правильной обрезке это должен быть такой симпатичный кустик прямоугольной формы, который будет полностью имитировать такой декоративный заборчик вечно зеленый. Вот Ася там что-то убегает. Наверное, что-то натворили. Вот еще спрашивали, что у нас тут цветет. Это камелия японская. Она уже, кстати, отцветает. А зацветает она в конце января. Целый февраль уже цветет. В зависимости от погоды. Вот она уже вся осыпается. Ковром лежит. И вот тут у нас за ней как раз вот она, большое дерево лаврового листа. Вот она семечками. И вот она тоже достаточно быстро разрастается. Вот маленький кустик у него. Вот здесь во враге кустик. Вот тоже это дерево. Вот большое.
Лавровый лист, вот он прям накрененный. Поэтому сейчас будем черенковать и пойдем сажать туда. Даже три больших получается таких куста дерева. Вот еще третий. Поэтому черенки есть с чего брать. Да, Тась? Будешь помогать черенковать? Да? Ты все умеешь делать, молодец. Да, это персик, видишь, уже еще чуть-чуть и зацветет. Видишь, сколько? У персика сначала идут цветы, а потом только почки с листиками. Так, вот и Настя присоединилась, да, к нашим посадкам. Что, давай черенковать? Я думаю, нам как минимум 100 нужно черенков, потому что достаточно плотная посадка должна быть, 40-50 сантиметров. Ну, плюс мы хороший участок планируем закрыть, да? Ну да, у нас как раз вот тут вот эта лаврушка где-то во враге растет. Я думаю, ее будем использовать для черенков. Ну, тут и крупные деревья тоже нуждаются в обрезке. Обрезки. Да, Да. потому что они все заросшие. Их, в принципе, Да. не любят, когда их режут. Поэтому сейчас тут почикаем, там почикаем. 100 штук наберем точно. Абсолютно. Поехали. Сейчас вот так я ветки отрежу. Ну, потом из них будем помельче делать, да? Потому что не очень удобно здесь заниматься черенками. Сейчас сразу я начикаю побольше. Мы можем там на месте я копать, а ты будешь черенковать сразу. Жаль, запах нельзя передать через камеру. Это просто нечто. Она вот цвести собирается. Да, но сезон, по-моему, сбора вот самого лаврового листа у нее осенью, да? Поздней осенью где-то. Да. Ноябрь, декабрь. Соседи даже говорили, что тут ее принимают, ездят. Как-то ветками срубается. И тут где-то есть даже перерабатывающий завод. То есть один из крупнейших поставщиков в Грузии является лаврового листа. Поэтому можно нам тоже сушить. Как специю использовать. О, другая киса пробежала. Он любит покричать у нас, да? Мяу да мяу. Ветки для черенков мы тоже выбираем не все подряд, а которые еще не деревенели. То есть вот такого зеленого цвета. Вот такая зеленого цвета подойдет. Да, если взять, к примеру, вот это, Вот да, она уже коричневая. одеревенела, да. Вот это уже не пойдет для черенка. Ну, что, где-то. Ну, вот это вот тоже хорошее, вот бери. Едем за черенками, да, Тась? Да, конечно, станция. Выходим. Так, Тася, загружай, помогай. Вот так. Вот эту на положи. Хорошо. Вот так сверху положи. Вот так. Вот. Все, поехали. Так, отсюда, с этого края начнем.
Так, ну начнем, наверное, да? Вот тут. Потом у нас этот забор как пойдет? Вот так, да, наверное, наискосок прямо. Вот сделал 2 палки по 50 сантиметров, чтобы мне на одинаковом расстоянии копать и Насте садить. Что, это недостающий элемент? Будем сверху накрывать бутылками, чтобы такой эффект парника создать. А ничего, что там дырочек нет? А дырочки есть, да? Дырочки есть, чтобы дышал обязательно. Сходили, раздобыли еще пластиковых бутылок, у нас закончились. Они, конечно, придется их подрезать. Ну ничего, зато у нас теперь еще плюс один помощник, да, Тась? Да. Все, сейчас дело пойдет. Так, ну все, мы закончили. Везде отверстие проделал, где не было в бутылках. В общей сложности получилось 8 из кустов будущего лавра. Надеюсь, все примется. Если это пойдет, то будем продолжать по той же технологии. Зеленый забор делать по всему периметру участка. Не знаю, сколько еще, конечно, лет потребуется, чтобы это все отросло, сформировать. Ну, посмотрим. Тут, в принципе, в Грузии субтропический климат, где мы живем. Поэтому должно быть это, я думаю, год-два. Достаточно большие кусты, которые можно уже стричь. Они уже будут какой-никакой вид иметь. Но когда чтоб сплошняковый он был уже где-то, наверное, метр 20, это, наверное, года потребуется, конечно, в этом случае. Ну, самое главное, начало положено.
посмотрим, как она будет. Мама, видишь? Давай, я выкину. А вот два хороших. Так, а тут полным ходом идет заготовка лаврового листа, которые остались после черенков. Да, это можно растет. Такие хорошие, да. Молоденькие, чистенькие. Но все равно будем мыть, а потом сушить. Лавровый лист очень полезен. Он не только в супах, но его можно как чай пить. Отвары такие лечебные. То есть он укрепляет кости, лечит суставы. Тоже куча полезных свойств. В принципе, вся аптека, которая нам нужна, есть в природе. Надо только научиться ей пользоваться. Ну, запах какой стоит, да, Тася? Да. Очень вкусно пахнет. А на улице сегодня дождик. Такая вот у нас погодка за окном. А ты можешь туда, Тася, сразу кидать уже, да? Трудно. Там горячо. У нас еще целая корзина, Да. чтобы переработать, да? Будет, да. А вот он, второй помощник. Немного устал. Красиво. Пахнет? Да.